Приветствую вас на моем канале, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы в очередной раз свяжем ручку для сумочки. Я буду вязать из шнура карамель, он 5 мм, и использовать для него буду крючок номер 5. В самом начале отмеряем хвостик около 7 сантиметров и набираем первую петлю. Вот этот узелок мы не считаем, и со следующей петли, которая на крючке, начинаем считать воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая воздушная петля. Узелок сразу самый первый распускаем. Набирать можно больше воздушных петель, в том случае, если вы хотите более толстую ручку. Вяжем первый ряд. Провязывать будем с изнаночной стороны, когда переворачиваем цепочку, видим вот такие дужки. Вот за них мы будем провязывать. Находим самую последнюю и замыкаем в кольцо. Ввожу крючок под эту дужку, самую последнюю. Если вы плохо ориентируетесь, то на каждую дужку повесьте маркер. Ввела крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю петлю, на крючке рабочая петля и вытянутая петля, опять захват рабочей нити, провязываем первый столбик. На него обязательно фиксируем маркер, для того чтобы в дальнейшем было проще посчитать ряды, если нужно связать две одинаковые ручки. Нахожу следующую дужку, также под нее ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити, провязываю столбик. Это уже номер 2. Нахожу третью дужку, также под нее провязываю столбик. Четвертый столбик и последний, пятый столбик. Далее будем провязывать за 2 петельки верхние между столбиками. Нашли первый столбик, и перед ним верхняя петля, состоящая из 2 ниточек. Под нее вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее, опять захват рабочей нити и провязываем столбик. Перемещаемся в следующий промежуток между столбиками, вводим крючок за верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек, и за нее провязываем следующий столбик. Так мы двигаемся по спирали. Но перед тем, как продолжить вязание, мы должны вот этот хвостик спрятать вовнутрь. В центр ввожу крючок и вывожу его в том же месте, где у меня проходит хвостик. Захватываю его вовнутрь. И теперь просто ввязываю вместе со столбиками. То есть захватывая верхнюю петлю и сюда укладываю этот хвостик. Так мы провязываем необходимой длины ручку. Когда вы связали необходимую длину ручки, находим маркер и от него поднимаемся вверх к той точке, где провязываем крайний ряд. Здесь он заканчивается. Теперь нам нужно завершить вязание ручки следующим образом. Я ввожу крючок под следующую петлю за 2 ниточки. Дополнительно захватываю туда, куда у меня ведет крючок, еще одну ниточку от вот этой петли. Захватываю рабочую нить и вытягиваю ее, провязываю столбик. На данном этапе обрезаем ниточку, оставляя хвостик около 7 сантиметров, и необходимо опалить кончик сразу. Вытягиваю нить, и прятать нужно ее вовнутрь этого ремешка. Ввожу в центре
и протягиваю вовнутрь. Вот таким образом. Далее можно за эти столбики протягивать этот хвостик, в дальнейшем пряча его вовнутрь. Поздравляю, ручки полностью готовы. Я надеюсь, мой мастер-класс был вам полезен. Оцените это видео, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых обучающих видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!